Сегодня 2 апреля 2023 года. Мы отдыхаем в отеле Синдбад Клаб, который находится на второй линии через променад от собственного пляжа. Идем в сторону моря, покажем с берега, как достраивают новый резорт Сери Бич на месте снесенного Синдбад Бич. Несколько слов о Синдбадах. Лет 20 назад мы впервые были гостями здесь. Тогда было 3 отеля: Синдбад Бич на первой линии, а на второй Синдбад Аквапарк с горками и Синдбад Акваотель с одним бассейном и амфитеатром. Как раз по нему я иду сейчас. У каждого резорта был свой ресепшн и свои рестораны. Частично можно было пользоваться соседней инфраструктурой, но не всем гостям и не всеми услугами. Например, для некоторых бичевцев аквапарк не входил в стоимость, и для входа туда нужно было платить так же, как гостям из других отелей Хургады, что-то в районе $30 за человека. В настоящее время функционируют только отели второй линии под общим названием Синдбад Клаб. Привет, привет! Выходим на променад Эль-Мамша. Месторасположение Синдбадов всегда выигрывало по сравнению с любыми другими районами города. Улица туристическая, пешеходная. Для автомобилей только узкая дорога с односторонним движением, кучей лежачих полицейских и брусчаткой, что способствует низкому трафику. Сразу у входа стойка бронирования морских экскурсий и муляж субмарины. Справа от нас бледно-желтое прямоугольное здание, популярный клуб Little Buddha. Впереди строящийся Сери Бич молочного цвета. И слева ярко-желто-оранжевый жилой комплекс Эспланада и одноименный торговый центр с турецкой баней, магазинами и барами. В 5 минутах ходьбы сразу за Синдбадом супермаркеты, аптеки, больницы, офисы мобильных операторов, боулинг, банки и так далее. Вот такой трансфер может подвести до пляжа. Идти пешком до берега буквально 5 минут, но так как полотенце приходится нести с собой из отеля, и если вы с маленькими детьми, то это много полотенец, а на обратном пути они еще и мокрые и тяжелые от песка, то микробас очень даже выручает. Таулс-центра на биче нет. Кстати, раньше был, и, возможно, с открытием Сери Бич опять появится. Надеемся. За ограждениями видна стройка и белый плакат наверху «Coming Soon». С данного ракурса и со стороны променада не похоже, что строительство близко к завершению. Пытались расспросить работников о подробностях открытия, никто толком ничего не знает. Одни говорят через месяц, другие через 2. На отельном сайте уже доступна возможность бронирования с 1 мая. Цена за номер в сутки от 200 евро. Вероятно, через туроператоров будут более выгодные предложения. Подъезжаем к пирсу, от которого отходит синдбадовская субмарина. Сюда привозят гостей со всей Хургады для экскурсии на подводные лодки. Бежевый забор справа и небольшое здание за ним – это все, что осталось от Синдбад Бич. На пирсе установили зонты. Могу ошибаться, но раньше их здесь не было, и если я права, то скоро поставят еще и лежаки, хотя данный пирс совершенно не приспособлен для этого. С малышами так просто опасно будет здесь находиться. Еще и группы туристов, проходящих туда-обратно весь день к причалу. Часть лежаков уже стоят на краю бетонной плиты, где нет никакого спуска в воду и никакого ограждения от падения в море. Кафе, еще год назад расположенное на месте этих лежаков, перенесли чуть дальше от берега. Рядом с баром, прямо напротив столов, несколько кабинок туалетов, без разделения мужской-женский, и 2 раковины на открытом воздухе, нечто среднее между уличным био и стационарным. И вот, наконец, мы дошли до главного героя видео – The Seri Beach Resort. Сайт отеля обещает нам лакшери отдых. Со стороны пляжа строительные работы почти завершены. Уже застелены лежаки, на балконах и террасах установлена мебель, в номерах видны шторы. Основной бассейн функционирует, сад цветет. Пройти по территории вглубь нельзя, охранники не пускают, но в принципе все, что на улице, видно. Из очевидных плюсов хотелось бы выделить работу садовников. Большинство новых отелей – это бетон, кирпич и минимум зелени. Здесь же цветник и пальмы вокруг бассейна и вдоль всего пляжа радуют глаз.
Фото номеров мы взяли с сайта theserie.com. Предлагаются следующие категории: делюксы, фэмили, шале и сьюты с 2 спальнями, пентхаусы по 164 квадратных метра с выходом на крышу и 200-метровый signature suite. Вид из номеров на сад, бассейн и море. Души установлены на пляже в пальмовых оазисах. Выглядит очень стильно. А вот поддонов для мытья ног на границе песка и плитки мы не увидели, то есть весь песок с пляжа понесут на ногах в бассейн. Есть время учесть этот пункт и исправить ситуацию. Рядом с двухэтажными бунгало что-то типа детского бассейна, либо это просто мелкая заводь декоративного характера. Вокруг лежаки, пока что воды нет, поэтому непонятно, что это. Остался вопрос, каким образом будут делить побережье на гостей Синдбадов со второй линии и тех, кого поселят в Сери-Бич. Синдбад помимо отличного месторасположения всегда славился большим пляжем, чистым морем и хорошим заходом в воду. На наш вкус заход в левой части пляжа несколько лучше, чем в правой. И вот в данный момент от лежаков расчистили именно правую часть, предположительно для гостей Сери-Бич. То есть им достался не лучший кусок. В ближайших к морю корпусах через окно заглянули в номера. Еще много недоделок, мебель собрана частично, видно, что ремонт добротный, учитывая, что он в любом случае не евро, а египетский вариант. Балконная мебель супер, нам понравилось. А вот так выглядит Сери-Бич со стороны променада. Помещения ресепшн или ресторанов пустые. Не верится, что в течение месяца все будет готово. Еще момент. Мы не увидели на территории никаких развлечений для детей. Есть 3 предположения на эту тему. Либо они в той части, которая все еще закрыта ограждениями, либо отель будет только для взрослых 16+. Либо гости Сери-Бич будут иметь возможность ходить в аквапарк, детский клуб, на вечернее шоу и спортивные площадки в Синдбад Клаб через променад. О синдбадовской инфраструктуре, всех плюсах и минусах отеля будет отдельный ролик. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. И в завершении несколько фотографий с сайта отеля и несколько наших собственных. С нетерпением ждем открытия. В любом случае для Хургады это радостное событие, так как хороших новых отелей мало, а с отличным пляжем так и назвать нечего, может быть Риксос Магавиш только.